Привет! Сегодня мы посетим музей мозаики, где собраны уникальные мозаики из иудейских и самарийских синагог, а также христианских церквей. А еще вы узнаете, кто такие самаритяне и почему они враждовали с иудеями. Музей находится в месте, которое отождествляют с постоялым двором доброго самаритянина. В прошлом видео я рассказывала о притче Иисуса о добром самаритянине, который спас человека, избитого и ограбленного разбойниками. Самаритянин привез этого человека в постоялый двор. В таких постоялых дворах обычно останавливались путники, совершавшие паломничество в Иерусалим. В римский период царица Елена, мать императора Константина, согласно христианским традициям, вышла в поход по святым местам и обнаружила несколько святых мест, в которых произошли описываемые в Новом Завете события. Она основала в этих местах храмы и церкви. Одну из таких церквей мы видим здесь, в постоялом дворе доброго самаритянина. Мозаика, которой украшен пол церкви, была отреставрирована при помощи 1 700 000 мозаичных камней в точном соответствии с оригинальной мозаикой, которая частично здесь сохранилась. В османский период это подворье было переоборудовано в полицейский участок и таможню, а церковь превратили в конюшню. В каменной стене окружающий комплекс можно увидеть вот такие каменные кольца, к которым привязывали лошадей. Еще одна христианская мозаика. Она украшала пол церкви монастыря в Дир-Калла. Посмотрите, здесь изображение сосуда, из которого выходит виноградная лоза, образующая медальоны. Монастырь Дир-Калла – один из цепочки монастырей, разделявших христианские территории и территории, контролируемые самаритянами, во времена противостояния между ними в V и VI веках нашей эры. Самаритянская община, проживающая в наши дни в Израиле, насчитывает чуть больше 800 человек. Ее представителей можно встретить в городе Холон, прилегающему к Тель-Авиву, и в деревушке Кирьят-Луза, рядом с горой Гризим. Деревушка находится на территории палестинской автономии. Так кто же такие самаритяне? Самаритяне – это этнорелигиозная группа, получившая свое название по названию территории, которую они населяли. Самария – историческая область Израиля. Название происходит от названия столицы Израильского царства 8-9 века до нашей эры. Несмотря на то, что Самария был укрепленный город, он пал после трехлетней осады ассирийцами. Множество израильтян было уведено в плен в Ассирию, а в Израиль были направлены переселенцы из Ассирии и других территорий Месопотамии. Эти переселенцы вступали в брак с оставшимися в Самарии коренными израильтянами и, согласно еврейским источникам, образовали новую народность, называемую самаряне или самаритяне. Спустя 2 столетия, в VI веке до нашей эры, вавилонский царь Навуходоносор II захватил и уничтожил Иерусалим. При этом был разрушен и первый храм. Примерно 10-я часть евреев была вывезена из Иудеи. Великий плен продолжался почти 70 лет. В вавилонском плену иудеи сохранили чистоту нации. Вернувшись на родину, они стали восстанавливать разрушенный Иерусалимский храм. Самаритяне предложили свою помощь в восстановлении храма, но иудеи наотрез отказались от их помощи, считая их полукровками и предателями веры. Самаритяне были жутко оскорблены таким грубым отказом. И параллельно второму Иерусалимскому храму они строят свой храм на горе Гризим. Но во II веке до нашей эры
Иудейский царь Иоанн Геркан I завоевал Самарию и разрушил Самарийский храм. Но самаритяне сохранили свои традиции. У них есть своя самаритянская Тора. Ее текст близок к еврейской Торе, но имеет некоторые расхождения. У самаритян по-прежнему существует обряд жертвоприношения, который совершается на священной горе Гризим в праздник Песах. Отцы семейств одновременно перерезают глотки баранов, разделывают туши. Внутренние органы баранов сжигаются на жертвеннике, а туши запекаются в специальных печах. Самаритянское пасхальное жертвоприношение является единственным яхвистским кровавым жертвоприношением, сохранившимся с древности до настоящего времени. Кровью убиенных баранов отцы семейств ставят метки на лбу сынов, благословляя их. В этой комнате музея обратите внимание на эти камни. Они были перенесены с горы Гризим и содержат надписи на древнем еврейском языке. А это мой любимый зал. Здесь собраны настоящие произведения искусства. Восхищает тончайшая работа мастеров. Смотрите сами. В этом зале находятся две копии мозаик, оригиналы которых хранятся в Музее Израиля в Иерусалиме. На первой мозаике изображен царь Давид, играющий на лютне. Эта мозаика была найдена в синагоге в Газе. Вторая мозаика с изображением семисвечника и надписью «Шалом аль-Исраэль» из города Иерихон. Эта роскошная мозаика украшала пол одного из 5 залов синагоги в городе Газа в VI веке нашей эры. Здесь мы тоже видим виноградную лозу, образующую медальоны, в которых изображены различные животные и птицы.